Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас интересный, необычный подкаст. И на самом деле необычный он, наверное, в первую очередь для меня, потому что я, друзья, гейм-разработкой, гейм-дизайном вообще никогда в жизни не занимался. И тут у меня посчастливилось, по счастливой случайности познакомиться вот с Кириллом, который этим делом уже занимается весьма-весьма долго. Вот, поприветствуем Кирилла, потому что человек уникальный на самом деле. И насколько он уникальный, мы узнаем очень скоро, когда он нам будет Ой, да рассказывать и ладно. показывать все. Так вот, Да, Кирилл, всем привет. Кирилл, скажи, пожалуйста, что тебя вообще в гейм-разработку потянуло? Что побудило? Что стало таким вот триггером и главным фактором, который у тебя вот, скажем, в эту сферу унес? Да, Дим, привет. Во-первых, спасибо, что позвал. На самом деле это такой тоже для меня, ну, неким образом новый формат. Обычно это было только там формат менторства, да, но не подкаста. Вот, поэтому спасибо. Надеюсь, будет интересно. Собственно, отвечая на вопрос, как пришел к геймдеву. На самом деле у всех это абсолютно уникальная история всегда. И я тоже не исключение, потому что я, конечно, совсем не из сферы 3D и тем более уж не гейм-разработки. Я по первому высшему образованию инженер-электрохимик, кандидат технических наук. Вот, с парой книжек даже в зарубежных издательствах. Вот, и по второму переводчик в сфере профессиональных коммуникаций. Но на самом деле это все не особо важно, потому что ну, уже почти 5 лет назад я открыл для себя геймдев. Вот, и это, конечно, очень сильно меняет жизнь, вот, и очень многое в жизни на самом деле видится совершенно в другом ключе, потому что когда сначала у тебя технический бэк, да, а потом ты переходишь в такой полноценно творческий, вот, это ну, всегда не просто, вот, особенно для мозга. Вот, но на самом деле я считаю, что это такое логичное продолжение человека, который там в течение почти полужизни, да, там 20 лет играл в игры, любил их еще с лохматых 90-х, и, естественно, быть в этом комьюнити, который это создает и эти игры делает, это, конечно, это клево. А вот знаешь, что интересно? В принципе, есть такой стереотип, что игры это несерьезно, игры это вот вообще не та сфера, куда ты должен идти, потому что, ну что это, это же, ну это не то, кажется, да? Ну у меня лично такой стереотип был очень долгое время. Потом просто понимаешь, что, ну вот если тебе это нравится, если тебя как бы прет от этого, а почему и нет? Почему не попробовать? И вот что я замечаю, что люди намеренно обычно туда не идут, то есть они не мечтают там с самого детства, а прям вот только геймдев и прочее. Ну, не из того, что мне кажется. Конечно, бывают отдельные ситуации. Обычно людей что-то приводит к этому. На самом деле, да, это правда. Я, конечно, никогда бы не подумал, что я каким-нибудь образом буду вообще связан с геймдевом. Вот. Но на самом деле, ну вот на примере моей истории, да, это ну, абсолютно четкий вопрос, который я себе задал в какой-то момент времени, когда в тех сферах, в которых я работал, а у меня там более 10 лет в нефти и газе, в, собственно, химической технологии, в электрохимии и экспериментальной разработке, я понял, что ну, достаточно многое меняется, да, и в том числе и в бизнес-сфере, и в окружении тех людей, с которыми я работал и сотрудничал, и надо было что-то новое. Вот. А ну, какие есть варианты именно такой удаленной, скажем так, работы, да, которая при этом бы занимала тебя настолько, что ты можешь там, забывать покушать, сходить там, в туалет, да, и сидишь и прям вот нон-стопом и что-то фигачишь. Вот. И я для себя понял, что это, да, это все, что связано с 3D. Сначала я думал не про 3D, ну именно не про геймдев, а про ну, скажем, что-то связанное с кино, да, и сериалами, то есть это VFX и все такое. Вот. То есть Но именно потом не решил сниматься, а именно вот именно монтировать, да? То есть это может мало ли, может, и делать, сниматься хотел. да. Да. Не, но на самом деле со съемками тоже опыт такой был. В детстве у меня было пару шотов Ералаша, которые в итоге не вошли в А, выпуске. Вот. Но я там был. Надо было покричать на режиссера. Это как бы было очень страшно. Вот. Но да. И в итоге все равно я пришел к геймдеву, и о чем как раз и хотел бы сегодня рассказать. Ну, то есть вообще, что это такое, да, откуда берутся игры, вот, как мы их разрабатываем, какой командой, да, какие есть направления, и вот это вот все. Вот, мне кажется, это будет интересно.
Вот, самое то об этом поговорить и вообще, в принципе, обсудить, да, какие вообще есть ресурсы, где учиться, где эту всю информацию брать, вот где ты отсюда черпал вдохновение и вообще какую-то, не знаю, какой-то план, как по этому пути двигаться. Вот расскажи, пожалуйста. Да, на самом деле, первое, что нужно для себя понять, это в каком направлении, да, если мы говорим про геймдев, в каком направлении уже внутри этого геймдева двигаться, вот, потому что их очень много, этих направлений. И давайте, наверное, я покажу. Я тут один слайдик подготовил. Это пайплайн производства всей графики, да, которую мы видим абсолютно в любой игре, будь то ПК Бояре, да, или любые там Xbox, да, или Сонька, любые консоли. Мгм. Этот пайплайн проходит любая разработка абсолютно. И, собственно, все начинается с первого, да, это арт-директор, вот, это такой гуру, который разрабатывает основные там, концепции игр, механики, там, стилистики, да, то есть он придумывает идеи, как это должно быть, да, то есть он их не разрабатывает, он придумывает идеи. Там окружение, сеттинги, да, то есть это там постапокалипсис, это sci-fi, это реализм, это там что-то анимешное, да, то есть их тоже очень много. Вот. И все это, собственно, начинается с арт-директора. А дальше переходим к концептерам. То есть это те люди, которые задают основной тон того, что потом мы видим на экране. То есть это основные какие-то моменты, это сюжеты, это окружение, персонажи, пропсы, да, то есть это все, что касается там тряпичной детализации, да, какие-то маленькие вещи, там машины, стулья, игрушки, да, то есть ну, что угодно, с чем может потом дальше игрок взаимодействовать, это все отрисовывают концептеры. Вот. В том Мгм. числе Мгм. и если говорить про там level дизайн, к примеру, да, то есть концепты локаций и от определенных моментов, которые должны быть в игре, тоже, естественно, делают концептеры. То есть они рисуют так называемые скетчи, да, которые, в принципе, еще на бумаге даже практически, да, просто на бумаге, допустим, могут набрасывать, ну, к примеру, то есть ничего еще в игре разрабатывать не начинается, просто набрасывается идея, самая основная. Да, все верно, все верно. Это все делает концептер. То есть у нас фактически концепт ну, объединяется тремя вещами. Да, это весь сториборд игры, да, будущей, это общий дизайн и непосредственно концепт-артист, который, собственно, и прорабатывает основное как бы, настроение да, проекта, атмосферы и декораций в том числе. Если говорить про персонажку, да, то это обязательно проработка характера персонажа, да, сторителлинг некий, который должен быть у каждого персонажа, даже более того, у каждого предмета, который есть вот, в сцене, да, то, Мгм. что мы Мгм. видим. Дальше, соответственно, у нас идет research и человек, который знает и методологию, и техники, и технологии, которые, собственно, можно использовать в проекте. Да, то есть, допустим, вышла там новая версия движка, того же там Unreal, ну, вот это очень было показательно с 4 до 5, когда было обновление, или когда появился Nanite, да, то есть это технология, которая позволяет очень сильно экономить ресурсы компьютера, потому что раньше это были LOD, да, то есть Level of Details, Мгм. когда мы для каждого там, ассета, для каждого пропса должны были по ну, условному расстоянию сказать движку, что прорабатывать, да, то есть если вы стоите на расстоянии километра от какой-то машины, да, то эта машина на самом деле там раньше, да, была То есть пикселем. только расчеты, Один расчеты пиксель. разнообразные проводились, которые сейчас уже, в принципе, не актуальны, потому что движок за тебя все эти расчеты делает, как я понимаю, да? Фактически, да. То есть сейчас на самом деле, вот конкретно про Nanite, если говорить, Мгм. то очень немного проектов, которые его используют. На самом деле, ну так ну, на памяти Домагея, наверное, я-то и не скажу, в какой она сейчас используется прям на 100%. Вот, то есть это там следующие какие-то разработки, ну, либо просто у меня там не полная картинка какая-то по всем проектам, потому что, естественно, невозможно знать, и тем более они очень многие под NDA. Мгм. Вот, и более того, на собственных движках, да, мы тоже про движки поговорим. Короче, это человек, который должен знать, какие новые технологии, новые там, нововведения какие-то, да, в том числе и есть в сфере, и их можно использовать.
И решить, на каком движке, в А, принципе, игру делать, да, потому что изначально это как бы не очевидно. Можем выбрать то, можем то, как бы в зависимости от жанра игры, там шутер, 2D и прочее, очень сильно зависит, какой мы движок выбираем. Да, да, естественно. Давайте сразу тогда про движки поговорим, потому Мгм. что, ну, это такая достаточно обширная тема, но мы так двумя словами. Ага. Естественно, движков очень много, да. Самые распространенные это Unreal, это Unity, да. Это два таких ключевых движка, которые форсятся сейчас всеми абсолютно школами, там, курсами и так далее. Но на самом деле движков гораздо больше, да. Там это и Godot, который вообще разрабатывался там командой энтузиастов, да, и потом стал, ну, таким достаточно интересным продуктом, на котором сейчас тоже разрабатывают игры, да, это, естественно, закрытые движки, да, это Havok, это там CryEngine, ну, то есть их достаточно много на самом деле, и да, то есть в самом старте команда должна решить, то есть каким инструментом пользоваться, потому что, естественно, ну, на это очень много факторов влияет, в том числе и монетизация, потому что, естественно, они, ну, все эти движки, да, все компании, которым принадлежат эти продукты, они берут какой-то процент, Мгм. да, с того и с той итоговой маржи, которую проект получает. Вот, поэтому это тоже нужно продумывать. А Вот там это, процент собственно, какой-то да, делает фиксированный ради или зависит, специалистов. допустим, инди-разработчик или AAA, такое? Или там сложно все? Там, ну, ты знаешь, как здесь скорее, если это инди-разработка, да, то это, ну, в 99,5% случае будет либо Unreal, либо Unity. Вот, потому что оба движка бесплатные и включают монетизацию только вот там какого-то порогового значения, да, которое там игра преодолевает на старте. Вот, и начинает зарабатывать деньги. Поэтому, ну, говоря про AAA проекты, да, это однозначно свои движки, либо это те же там Unreal и Unity, да, но очень сильно там переписанные или обновленные как-то. Вот. Но зачастую все-таки пишут свои движки, да, то есть на примере там Diablo, к примеру, да, это свой движок. На примере там того же там Half-Life, да, от Valve, это свой движок. Source, конечно, да. Вот, да. Поэтому, если говорить про, вот, скажем, 80% рынка, да, это, конечно, ну, такие самые распиаренные Мгм. инструменты. Да, но на самом деле выбора Вот, получается много. Я-то думал, что выбора практически нет, а выбор... Ну хотя нет, выбор-то из двух движков, если выбирать доступные варианты, да? Все остальное закрытое, типа CryEngine, вот это все. Да, абсолютно верно. Плюс, если мы говорим про разные рынки, да, потому что есть рынок мобильного геймдева и есть, соответственно, консоли ПК, да, это совершенно два разных рынка, и подходы к реализации проектов совершенно разные, потому что, ну, весь мобильный геймдев — это, по сути, Unity. Ну, правда, за последние там, год-полтора начали выходить и на Unreal проекта, но это на самом деле обосновано исключительно технологией, потому что появились, ну, серьезные смартфоны, да, и которые могут обрабатывать тот же свет, да, незапеченный, как это делает Unreal. Вот, поэтому я думаю, что это все будет развиваться, вот, и с увеличением, ну, технологическим, скажем так, того, на чем мы играем, вот, все потихоньку будут переходить на какие-то серьезные движки, вот, а Unity нужно будет, ну, подстраиваться под рынок, да, и внедрять какие-то новые технологии, собственно, чем они сейчас и занимаются, вот, поэтому я думаю, что мы много интересного увидим в ближайшем будущем. Да, очень Давайте, да, любопытно. Мгм. да, давайте быстренько дальше пройдемся. То есть, что еще-то есть вообще, да, в команде? Это, естественно, моделинг, да, то есть это человек, который, собственно, создает весь контент, и они тоже подразделяются на разные направления, да, но по большому счету это вот люди, которые соблюдают вот все технические там требования, которые R&D в R&D Research специалистами выбраны были, да, и, ну, собственно, создают тот самый визуал, который мы с вами видим. Вот, это как раз там 3D props моделинг, да, environment и так далее. То есть это вот те Пропс, люди, давай только которые... разъясним. Пропс это что такое конкретно пропс, если так простыми Это словами. фактически все, что мы используем в игре, и все, что мы видим в игре, но, скажем, разных размеров. Да, то есть пропсом может быть оружие, пропсом может быть там кусок дороги, да, или там какой-нибудь ящик, или там, не знаю,
ну, фактически вот все, что мы видим на экране, да, оно просто разделяется по формам, там первичные, вторичные, третичные формы. Ну, соответственно, от самых больших, да, это там скалы, там горы, какие-нибудь огромные там высотки, дома и прочее, и вплоть до каких-то мельчайших деталей, там типа пачки сигарет. Мгм, Вот. мгм. Ну, есть еще декалия, да, это просто плейн, плоскость, да, на которую накладывается текстурка, но это как бы уже такие внутренние всякие детальки, это я дальше покажу. Ну, кстати, знаешь, Вот, то есть, часто, да, извини, лирическое отступление, да. часто вот именно маленькие объекты создают атмосферу игры, потому что ты заходишь в какую-то комнату, открываешь какой-нибудь ящик, видишь там какие-то прикольные артефакты, и думаешь, вау, прикольно. То есть даже порой игра не так восхищает, в смысле вот окружение вокруг, какие-то мелкие предметы вокруг. Это вот лично Ну, обалденно. да, да, так и есть. Вся красота в деталях, да. Мгм. Дальше, соответственно, после моделинга у нас идет touch артисты, да, то есть это люди, которые создают текстуры на всем, что мы, собственно, с вами видим, начиная от ландшафта и заканчивая пропсами, да. То есть это прям полноценные там создание текстурных атласов, создание паков разных карт, да, то есть их тоже там достаточно большое количество, в зависимости от той технологии, которой пользуются. Да, то есть у нас их тоже несколько, там альфа-тест, альфа-бленд, да, то есть как это смешивается, как, собственно, создаются эти текстуры, да, я тоже потом покажу, ну, на примере готового ассета лифта, да, в текущем проекте, Мгм. который веду. Вот, то есть, короче, есть люди, которые прям так и называются, это touch artist, и есть еще look dev артисты, это те, которые, ну, фактически помогают в том, чтобы общий лук проекта выглядел шикарно. Да, то есть Ага. они вносят какие-то изменения в материалы, вносят изменения в текстуры, да, то есть это те люди, которые, ну, фактически позволяют проекту быть еще лучше и еще красивее. Это что-то схожее с environmental artist, да, что мы с тобой обсуждали? Да, environmental artists — это люди, которые все окружение воссоздают, Мгм. да, а есть еще look dev artist, это немножко другое ответвление, но это Ага. всегда коллаборация, да, потому что всегда это все происходит в команде, да, то есть Мгм. всегда все создается только в команде. Ам, После Tech Artist у нас идет Rix Setup, да, то есть это все, что касается непосредственно персонажки, да, и фактически любой, ну, причем это даже не только геймдева касается, то есть если мы видим какой-нибудь фильм Marvel, да, то, естественно, там ну, 90% отрисовано и используются разные технологии, в том числе и хромакей, да, и потом ну, там куча разных, на самом деле, разного софта и разных технологий для того, чтобы получилось то, что мы с вами в итоге видим, Мгм. и там трекинг камеры, и высота. То есть очень часто, на самом деле, и в фильмах, и в том числе и в играх, снимают актера, да, на нем есть ну, некие точки для трекинга, и дальше там в софте типа Houdini, да, это все обрабатываются, и в том числе и риггеры, да, про которых мы сейчас говорим, они делают скелет персонажу для Мгм. последующей анимации. Да, и это все нужно и в там, синематиках игр, и в сериалах, и в кино. Ну, то есть очень часто эти специалисты требуются, и фактически на рынке ну, достаточно их немного, потому что и информации для того, чтобы, собственно, стать там, нормальным ридером, вот, ее тоже очень немного, и это достаточно востребовано. Вот, но это прям персонажка, да, то Ну, есть то есть это это если вообще что-то сверх такое профессиональное по сравнению с другими, то есть выше уровнем, или ты не сказал бы так? Я бы сказал так, что, ну, условно сравнивать там 3D Props артиста, Environment артиста и риггера, Мгм. ну, наверное, не совсем корректно, потому что для того, чтобы освоить каждую из этих профессий, нужно, на самом деле, очень много времени, вот, ну, на серьезном уровне, скажем так. Но у кого проще, а у кого сложнее работа, ну, наверное, сложно сказать, потому что это зависит от проекта. Вот, поэтому, ну, наверное, их лучше не сравнивать. Плюс они Вот, это пересекаются, просто да, вот. зачастую. То есть ну, человек должен по-хорошему знать разные технологии и не фокусироваться на Конечно, чем-то одном. конечно, конечно.
Дальше, соответственно, мы переходим к аниматору, да, то есть это человек, который, собственно, анимирует, да, по секвенциям, по частоте кадров, да, то есть это, собственно, никак не поменялось там, с 60-х, с 50-х, соответственно, и раньше годов, когда мы берем один определенный фрейм, Мгм. и дальше переходы этого фрейма от следующего к следующему к следующему, да, на частоте, там, допустим, 30 кадров в секунду создает для нас движущуюся картинку. Да, Мгм. 60 кадров. Тем более она еще более плавная, на 120 она еще более плавная, но на самом деле глазом человека не особо видна. Вот. Ну, то есть аниматоры — это те люди, которые, собственно, создают движение персонажей, и не только персонажей, да, то есть и самих там предметов в игре, да, тех самых пропсов и ассетов, что одним и тем же является, то тоже зачастую делают, ну, то есть могут делать и аниматоры в том числе. Вот. Особенно если анимация какая-нибудь серьезная и сложная, с взаимодействием с предметом каким-то, да, и Мгм. там игрок должен там взять, к примеру, какой-нибудь ящик, там куда-нибудь его отнести, вот, и потом у этого ящика что-нибудь должно открыться, а еще оттуда что-нибудь должно вылететь, сожрать там лицо и так далее. Ну, в общем, короче, аниматоры делают все, что связано с анимацией. Ну, это мега важная вещь. Я как вспоминаю, в играх именно атмосферу, конечно, это тоже очень сильно создает. Без анимации вообще ничего не будет. Ну, то есть не будет ощущения нужного, конечно. Конечно, конечно. И плюс ко всему, анимация — это очень ресурсозатратный, трудоемкий процесс. Ну, то есть это действительно очень долгий процесс разработки фактически ну, очень маленького хронометража. Да, то есть если мы видим сцену, которая там условно длится 10 секунд, то есть вот нормально, правильно, красиво ее заанимировать, дальше там поставить цвет Lightning Artist, про которого мы дальше поговорим, Мгм. ну, требует очень много времени. То есть нужно быть готовым, если вы хотите стать аниматором, да, нужно быть готовым к тому, что вы будете очень-очень долго каждый кадр подбивать просто вот микросекунду к микросекунде. Вот. Но в итоге получается круто. Вот, это очень Класс. классная профессия. Мгм. Дальше переходим к звуку. Ну, здесь, я думаю, все понятно, да, это все это люди, которые создают все звуковое сопровождение, это разработка непосредственно звуков, да, вместе с разными артистами, да, в том числе и с теми, которых выбрал R&D, да, то есть, допустим, там в разработке было принято решение разрабатывать игру на Unreal, и технический артист, technical artist, мы тоже про него поговорим потом, он должен понимать, что должна быть механика, например, шагов. Да, то есть, когда персонаж идет по там, железу, по камням, по дереву, по песку, Мгм. соответственно, звуки должны быть разные. Вот. Конечно. Эти звуки тоже нужно создать. Вот. Плюс ко всему, естественно, вся озвучка, да, то есть все диалоги и специалисты по озвучке, да, это тоже все входит в саунд-инженеров в проекте. То есть, соответственно, все это, конечно, тоже необходимо в любом проекте. Звук прошли, да, это все, что связано со звуками и озвучкой персонажей. И, естественно, VFX. Это фактически такая самая высокооплачиваемая профессия на текущий момент. Я думаю, что в будущем все то же самое останется. Это люди, которые создают все спецэффекты. Да? То есть все, что связано, все, что вообще связано с визуалом ярким, да, используют VFX-еры. Да, то есть все взрывы, порталы, черные дыры, все, что связано с частицами, это все делают VFX-артисты. То есть, Вот, подожди, естественно, есть разница большая между animation и VFX, да? Вот это вот эту грань я постоянно путаю. да, да, конечно. То есть аниматоры фактически делают, то есть есть какой-то персонаж, у которого есть там свой скелет, свой риг, да, и, собственно, им нужно его заанимировать, да, то есть как он бежит, как он ходит, как он берет там оружие, к примеру. Мгм, мгм. Но при этом, как только этот персонаж начинает стрелять из Ага. там оружия, которое подобрал, вот все эффекты выстрела, дым, да, там какая-то копоть, которая там сразу появляется на оружии и там, допустим, на окружающих предметах,
Это делает VFX-еры, плюс, соответственно, еще энное количество специалистов, да, но в моем примере в том числе и, ну, там, это LDEV не делает, да, это делает там Dash который делает соответствующие текстуры для этого, соответственно, сам Props Artist или там человек, который в себе объединяет, да, потому что в студиях, на самом деле, ну, в больших студиях это меньше, да, используется, но в маленьких студиях зачастую люди делают, допустим, две работы сразу, да, то есть это может быть level дизайнер и environment artist, или там texture artist и 3D props artist, то есть это человек, который в себе совмещает несколько, скажем так, профессий, да, а есть еще Человек-оркестр. генералисты, да. Да, такие стахановцы, дженералисты — это человек, который вообще делает все. Да, то есть, ну, это, соответственно, там 10 плюс лет ну, опыта и, соответственно, использование там всего софта, который только можно. Вот, поэтому, возвращаясь, да, к пайплайну, VFX — это, ну, один из тоже ключевых его этапов и действительно самый высокооплачиваемый, и, собственно, для того, чтобы научиться этому, нужно действительно очень много времени, да, то есть если там пропсовиком можно стать условно за год, там ридером там, за 2 условно, то VFX-ером уж точно за 2 года не станешь, да, то есть какие-то базовые вещи можно изучить, но детально и серьезно, прям на хорошем уровне выдавать картинку, не говорю про там AAA какие-то проекты или условно там Marvel, да, и фильмы Марвела, но на каком-то хорошем уровне, ну, я думаю, что это 2.5 года минимум. Вот. Хотя все зависит от человека. Ну, конечно, да, и проекта, и человека. Конечно, конечно. И, собственно, у нас остается с вами 2 блока ключевых. Это тут тоже ключевых, собственно. Здесь вообще во всем пайплайне нет ни одного, ну, скажем, блока, да, который можно убрать, да, из пайплайна. То есть это в любом случае нужно делать, да, и это делает либо непосредственно специалист, который занимается только этим, либо это делает человек, который занимает сразу 2 позиции. Но в любом случае делать это нужно. Вот. И это light, да, это все, что связано со светом, это очень важно, это критично важно для вообще любого проекта, даже для начинающего 3D-шника, потому что если у вас плохой свет, да, то есть вот безумное количество там запросов, а почему на каком-то AppStation мои проекты там никто не лайкает, не смотрит и так далее, и ответом на него у вас плохой свет. То есть вы можете сделать там шикарный проект с точки зрения технической, феноменальный, да, и все такое прочее, но если свет там стоит плохо, то выглядит это будет плохо. Вот, поэтому Lighting Artist — это человек, который занимается только светом, расстановкой светов, использованием физики света, в том числе и коррекцию по теням, по тонам, там, цвета, коррекцию, естественно, да, то есть это те люди, которые занимаются, ну, фактически таким пререндером, да, и, собственно, потом корректируют этот цвет и картинку с лук-деп-артистом уже на релизе. Вот, то есть это очень важно, и это все вообще, что связано с системами освещения. И, конечно, он ну, очень сильно взаимодействует со всеми абсолютно направлениями, да, и с VFX-ером, естественно, потому что VFX может сделать условно взрыв, да, но при этом Lighting Artist должен расставить правильные источники света с правильной физикой, с правильной динамикой, чтобы этот взрыв выглядел и, ну, собственно, ну, чтобы он выглядел так, как нужно. Естественно, Да? грубо говоря, как в естественной среде, да. Да. И, собственно, этим всем занимаются лайтинг-артисты. И все, что мы видим, то есть весь визуал, который видим, тоже используют те же источники света. Да, они фактически даже в разном софте примерно одинаковые. Да, то есть есть спотлайты, да, которые светят непосредственно на определенную какую-то точку. Есть point light, да, это как лампочка Ильича, да, которая светит во все стороны. Есть разные там rectangle light, да, которые там светят квадратным светом и так далее. То есть этим всем занимается именно вот lighting artist. Да. И, естественно, да-да. Круто, говорю. Ну, как бы, когда понимаешь, сколько ролей, это становится прям вообще ничего себе, думаешь. Это же сколько, Конечно. усилий.
Конечно, и, собственно, становится понятно, почему и бюджет разработок на серьезных AAA проектов, да, это там десятки миллионов, вот, и не рублей, да, и там другой валюты, да. То есть это именно и происходит из-за того, что есть огромное количество специалистов, которые задействуют во всем этом пайплайне, да, чтобы сделать там красивый проект. Вот. И, собственно, то, что, наверное, многих очень интересует, особенно в текущих реалиях, это, естественно, программисты. Это достаточно ну, такой серьезный вопрос в любом проекте, потому что на самом деле, как только арт-директор да, придумал там идею какую-то, то ну, фактически дальше, после того, как R&D или там его там какой-нибудь зам да, решает, что там реализация будет на каком-то определенном движке, фактически сразу до момента, как ищутся там все остальные специалисты, ищется именно вот этот человек, да, то есть который может реализовать итоговую сборку на там соответствующей платформе. Там Windows, это Mac, не суть важно. Мобилки, Вот. И веб, что угодно, программирование, да. Мгм. да, программирование в геймдеве достаточно сложное. Все, естественно, зависит от движка. Но по большому счету это C++. Да, то есть если мы говорим про Unreal конкретно, то это все на C. На А C++, если мы говорим точнее. про Unity там чуть полегче, там используется C-Sharp, чуть более простой Абсолютно язык. верно. Абсолютно верно. И на самом деле на текущий момент на рынке ну, критически просто не хватает вот этих людей, да, которые могут реализовывать механики, которые могут реализовывать и, собственно, писать код. Да, то есть на примере проектов Unreal, да, его можно собирать в двух разных ключах. Да, можно собирать на блюпринтах. Это ну, для непосвященных, да, это такой конструктор, да, то есть это такое визуальное программирование. Вот. Соответственно, это первый вариант. Второй вариантом можно все писать кодом. И, естественно, большие проекты всегда пишут с кодом, особенно, ну, там, про AAA уж тем более. И, собственно, даже маленькие проекты сейчас тоже потихонечку начинают писать, ну, начинают писать на, там, ну, если говорить про Unreal, на сишке, вот, но ввиду очень сильной нехватки этих людей, от этого отказываются, переходят на блюпринты. Потому что потом, когда этот человек появляется, да, если там появляется инвестор у проекта, то, естественно, все переписывается. Вот. Мгм. Поэтому это то, что как, не загниет никогда. Вот. И эти люди, естественно, нужны всегда будут. Ну, то Вот. есть блюпринты, Поэтому грубо говоря, это программист. как шаблон, как черновик, по большому счету, а программирование это когда уже мы все решили, все сделали. Но знаешь что, я еще слышал, что можно как вроде поверх блюпринтов еще какой-то накинуть код и смешать их вместе. Это возможно или нет? Да, конечно, собственно, в самих блюпринтах, да, то есть это, ну, неким образом прототипирование, да, Мгм. но при этом в самих блюпринтах можно прописывать код, можно реализовывать функции, вот, поэтому на самом деле это, то есть если проект, допустим, на блюпринтах, это не значит, что его нельзя перевести на C, или Мгм. наоборот, вот. Главное просто понимать, что в пайплайне любого проекта всегда, конечно, есть программисты, и он минимум один, вот, поэтому этот блок тоже очень важен. А представьте, дорогие Вот, ну и слушатели, что еще нужно портировать, скажем, на консоли, там нужен отдельный консольный программист, на мобилке другой программист. То есть обычно, ну, как бы, все-таки очень сильно отличается от платформы, да, как мы будем портировать, какие знания нужны, поэтому здесь весьма интересно. конечно, конечно, конечно. И, собственно, в финале у нас директор, да, это человек, который правильно выстраивает маркетинг, который правильно рекламирует проект, который занимается там SEO и всеми прочими делами, да, то есть на самом деле в больших студиях это как, ну, любая проектная работа, да, то есть есть проект, который ведет этот проект, и, собственно, различные отделы, в них сеньоры, медлы, там джуны, иногда ну, зачастую сейчас очень многие так ну, входят, скажем так, в геймдев, да, это берут на какой-то парт-тайм, Мгм. там специалистов типа псевдо-джунов, и уже выращивают внутри студии.
Вот. Но для Мгм. того, чтобы попасть в какую-то серьезную большую студию, даже на позицию там не джуна, а интерна, нужно достаточно много сил, времени, естественно, язык. Вот, потому что в российских студиях, ну, пока такой практики очень немного. Вот, это обычно с рубежом, но при этом это вполне реально. Так, слушай, а я так понимаю, еще одна профессия тут отсутствует, или она, не знаю, как-то специально отсюда выделена в другую сферу. Это тестировщик непосредственно. То есть есть программист, а человек, который все это тестирует и дает фидбэк, где он? Конечно, конечно, я ждал от тебя этого вопроса, как специалиста тестировщика, да. Конечно, да, тестирование – это тоже один из таких полноценных блоков. Давай, сейчас это, наверное, выключим. То есть это человек, который занимается в том числе оптимизацией и тестированием. Да, то Мгм. есть на самом деле тестирование в играх это тоже очень такой серьезный блок, в том числе и как, допустим, до разработки, потому что программисты занимаются не только кодом, да, то есть в программировании есть и отдельный блок там дизайна, да, скажем, Мгм. UX, Мгм. UI дизайн, да, то есть это люди, которые рисуют там иконки всевозможные, да, и вместе с программистом в достаточно такой близкой связке потом реализуют это внутри, да, то есть это все менюшки, как это все там, в том числе и с аниматорами анимируется, да, то есть и тестировщики, естественно, это тоже отдельный такой блок, потому что на самом деле, если расписывать, ну, как бы полный пайплайн, да, то это, конечно, там есть куча разных ответвлений, вот, и тестировщики, естественно, в ней занимают свое место, и это тоже достаточно интересная профессия, но тут нужно понимать, что для того, чтобы тестировать, нужно быть ну, неким образом специалистом в том, что ты тестируешь. Да? Мгм. То есть, Мгм. если это тестировщик уровней, да, то, ну, скорее всего, это там, бывший левел-дизайнер. Если Мгм. это тестировщик-механик, то это, скорее всего, там, бывший technical artist. Да? Ага, То ага. есть, ну, зачастую у студии просто нет бюджета для того, чтобы, ну, как бы держать отдельного тестировщика, да, А, ты хочешь на сказать, что определенный тестируют какой-то блок. отдельно, все эти модули тестируют отдельно люди, которых разрабатывают? Ну, скорее получается так, но все зависит от студии, да, то есть студии, в которых есть полноценные отделы Мгм. тестирования, Мгм. да, которые тестируют там отдельно звук, отдельно там механику, отдельно свет, да, но зачастую это все уже выходит в предрелиз, да, то есть когда делают там какой-нибудь middle там, вместе с командой джунов, да, и переходит, ну, передает это все там сеньору, и сеньор это согласовывает. Обычно это все уже оптимизировано. Мгм. Вот. То Мгм. есть в небольших студиях это происходит так. В больших у меня, конечно, нет опыта работы с AAA студией, к сожалению, пока что. Надеюсь, это в будущем будет реализовано. Вот. Но по тем, ну, скажем, по той информации, которая есть от людей, которые там работают, да, от моих коллег, ну, зачастую тестирование происходит внутри. Мгм. Либо же выделяется в отдельный блок пайплайна, который согласовывается с арт-директором и имеет там свои сроки и свою реализацию, да, и, ну, соответственно, конечный выход, да, от того, что они делают, и там какой-то отчет некий. Мгм. У меня, знаешь, что у меня был небольшой опыт тестирования игры на Unity. Ну, я тебе лично рассказывал, но просто сейчас немножко повторюсь. В том плане, Да-да-да. что была вроде как такая доска на Microsoft Surface, дорогие слушатели. Значит, там можно было сделать большой такой дисплей с тачскрином, грубо говоря. Можно было делать операции, как будто ты хирург. То есть что-то там отрезать, пришивать. Я, естественно, не хирург, много чего не понимал, но прочитал документацию, то есть разобрался, начал как бы вникать, что к чему. И выяснилось, что да, в принципе, все сделано, но там, допустим, неправильные инструменты, как вот для конкретных ситуаций. Там что-то разрезать нужно один нож у хирурга, что-то разрезать другое, нужно еще другой нож. И, в общем-то, мне пришлось разобраться вообще, в принципе, как что происходит у хирургов-то, по большому счету. И задача тестировщика общаться вообще со всеми получилось так. Не так, что просто подхожу к программисту, общаюсь с ним, расскажи мне, что ты тут сделал. А мне пришлось сомневаться в том, что он сделал, допустим, правильно он сделал вообще или нет. Пошел к другим, пообщался. В общем, в итоге получилось так, что это был маленький стартапик, а я был как связующим звеном между ними, получается так. Не хочу сказать, что тестировщик это самая важнейшая роль, конечно, нет. Но, тем не менее, она такая вот, как блок, связывающий всех вместе, получилось так. И мне это вот лично вот такая сфера тоже нравится. Вот. Естественно, я в ней долго проработал. Но
Опять же, интересно, насколько, вот нашим слушателям, как думаешь, насколько сложно попасть, если ты тестировщик, вот именно в эту сферу? Либо вот это как бы... И вообще возможно ли попасть как тестировщик, а потом продвигаться как, не знаю, как пропс-дизайнер, левел-дизайнер? Или ты думаешь, это нелогично так делать? На самом деле, да, было бы круто, если бы вот люди, у которых есть там схожий, там, релевантный опыт, да, в комментариях поделились к подкасту, потому что это действительно очень интересная тема, и, допустим, вот у меня конкретно не так много информации про тестирование, потому что, ну, я фактически тестирую все элементы там и блокинга в левел-дизайне, и в environment, и все материалы, которые собираю сам. Вот. Мгм. Но вполне возможно, что это просто из-за, ну, скажем, недостатка опыта работы в какой-то AAA-студии, там, многомиллионной. Вот. То есть, на самом деле, может быть, это совсем по-другому делается, Тут да, понимаешь, в и чем на самом вопрос? деле... Вопрос в том, что ты же, наверное, не заинтересован в том, чтобы найти вообще все, что можно, и добавить себе еще больше работы. Вот я к чему. Тестировщик — это тот человек, который ковыряется в, как сказать, ну, можно сказать, и в фекалиях, в общем, часто бывает такое, да? Ну, короче, он находит вообще все даже самое противное, которое ты точно не хочешь, там, не знаю, пиксель переделать здесь, переставить. Ну, просто человек, у него такая природа, что он не хочет свою работу критиковать. Я вот как он. Ну, наверное, На это самом зависит. деле, да. Ну, и нужно еще добавить, что, конечно, в любом проекте всегда есть дедлайны, и вообще вся 3D-шка — это про дедлайны. Мгм, мгм. Вот, и когда нужно сдать еще позавчера и вообще в релиз. Вот, поэтому, ну, зачастую тестирование даже на больших AAA проектах, там, ну, к примеру, я не знаю, можно тебе говорить там название, да, Мгм. но вот недавно вышедшая игра от наших там Можно, можно. коллег зарубежных, в постапокалипсисе, да, то есть она действительно была наводнена просто багами всевозможными, как и первая часть, но это происходит не потому, что в студии работают там неквалифицированные специалисты, да, или там Мгм. они забыли об этом, конечно, нет. А это происходит из-за того, что есть очень жесткие дедлайны перед инвесторами, и когда уже было там 4 переноса, да, и переносить в пятый раз, естественно, никто не будет, будут выкатывать то, что есть. Вот, поэтому обычно, да, обычно все эти баги там и фичи, да, как геймеры любят говорить, они Не баг, все, это естественно, фича. через какой-то да. Они, естественно, там фиксятся, да, патчами, обновами и так далее. Мгм, Вот. Ну, то мгм. есть об этом тоже надо помнить, да, что дедлайн есть дедлайн. Так, ну мы завершили с тестировщиками и разработкой, но расскажи немножко о своем проекте, где ты сейчас работаешь, чем занимаешься, в принципе. Да, давайте сейчас, во-первых, наверное, с портфолио начнем. Сейчас на экране один из, ну, таких ключевых платформ для 3D-художников это ArtStation. В данном конкретном случае это моя страничка, и те проекты, которые, собственно, видно каждому человеку, да, то есть, ну, я там думаю, ты потом в комментариях оставишь ссылку, Мгм, чтобы мгм. посмотреть. Да? Но на самом деле у каждого 3D-художника, который там в сфере там, минимум там, 2 года, вот, на самом деле все выглядит таким вот образом. Вот. И это то, с чего начиналось все, да, то есть вот самый первый проект, который вот у меня был, это вот такой вот домик, вот. То есть это то, когда ты только начинаешь, когда ты совершенно не понимаешь вообще, как и что делается, и, собственно, что нужно делать. Вот. Но я помню, что я очень, очень сильно, скажем так, этим тогда, как Загорелся? это сказать-то, ну да, такая гордость была, да, причем я очень долго его не выкладывал, да, то есть я уже начинал дальше что-то делать, вот, но спустя там где-то 1,5 года я все-таки выложил его и дальше начал выкладывать все остальное, вот, то есть на самом деле все зависит от того, в какое потом конечное направление ты придешь. Да? То есть вот конкретно в моем случае это level design и environment art. Да? То Мгм, есть мгм. я не занимаюсь персонажкой, я не занимаюсь там, VFX, к примеру. Да? То есть я создаю фактически картинку, в которой игрок ходит. Да? То есть весь визуал проекта, все материалы, ну и, соответственно, все пропсы, потому что, собственно, когда учился,
Учился я, естественно, сначала по туториалам и по всему, что можно было просто так бесплатно найти. Потом пошел в там одну школу, ну, не буду называть название, Не надо, чтобы конечно. не рекламировать. Мгм. Вот, но какие-то базовые вещи, естественно, оно мне дало. И вот тот самый фон, вот, который сзади, да, это один из проектов, собственно, вот, который был сделан вместе с школой. Вот, это вот такой алтарь. И, наверное, даже мы с вами можем его вот тут посмотреть. То есть это софт, где мы делаем рендеры, и там, где пропс-артисты выставляют свет и, собственно, делают рендеринг сцены. И потом на ArtStation, вот, который мы с вами видели до этого, делают специальную выгрузку, чтобы можно было покрутить, да, и порассматривать все это. Да. Это все делается как раз вот и в Marmoset, да, в котором мы сейчас с вами. Ну, то есть тут и свет И здесь, есть, и кстати, свет, и даже и механика есть, когда включаешь, да, там, я видел с лампой, с перцовкой. да, да, конечно. То есть, ну, вот на данном конкретном примере это работа именно пропс-артиста, да, то есть человек, который создает какие-то небольшие, иные, там, средние элементы, которые можно будет в игре использовать, да, то есть вот давайте сейчас включим превьюшку на YouTube, чтобы было понятно. То есть вот здесь, сейчас вот, не знаю, будет видно, вот скажи, видно то, что рисую? Да, 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 видно все. Ага, все, супер. То есть вот в данном конкретном случае, да, Props Artist делает только вот эту часть. Да, то есть Угу. все остальные элементы, которые есть в сцене, да, то есть вот эти вот какие-то большие там каменные основания, колонны, различные там камни, там все возможные корни деревьев и так далее. Вот это все делает уже не props-артист, ну, либо props-артист, но, соответственно, чуть больше, более серьезного, скажем так, уровня. Вот. И дальше все, что мы здесь видим, да, то есть это вот этот вот свет, который в рейтрейсе, да, через такую небольшую отверстие, да, в скале пробивается. Это как раз ставит уже Lightning Artist, да, Это но называется конкретно ретрейсинг? на веб. Ретрейсинг называется, да, или как? Да, 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 это трассировка лучей, та Угу. самая, но про нее, мне кажется, уже из каждого утюга все слышали там за последнее время, кто хоть как-то с играми связан и с, ну, вообще с какой-то визуализацией. Ну, у нас То люди есть вот, слушают, кто не только с играми, поэтому так поясняем чисто. да, 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 это трассировка лучей, то есть это физика, реальная физика работы света, который, отражаясь от определенного количества частиц, идет дальше, либо останавливается. Да? И вот многократное вот это вот отражение одного от другого, от третьего, от четвертого, от пятого и так далее, М. нам, собственно, в итоге дает ту картинку, которую мы с вами видим. Вот. Так вот, на примере того, чему там вот я учился на пропсовика, да, это создавать только вот эту вот часть. Мгм. Все остальное это фактически скачанные внутри Unreal Engine, то есть есть в движке от эпиков определенный, ну скажем, маркет, да, особенно в последнее время он стал очень популярен, потому что и обновился недавно, теперь он называется Fab. М. Вот, раньше это был Quixel. Мгм. И, собственно, там есть огромное количество разных бесплатных ассетов, да, то есть все, что вы здесь видите в сцене, собрано из бесплатных тех самых ассетов, да, то есть есть сталагмиты, сталактиты и все остальное, А это анимация все огня? бесплатные ассетики. Анимация огня. А, Анимация, то есть вот самой непосредственно камеры, это, да, естественно, это я делал Мгм. уже сам, и это как раз то, что делают и в том числе и аниматоры. Вот, Мгм. то есть вот сейчас, допустим, демонстрация в самом движке, да, то есть когда мы играем внутри проекта, потом просто это все скомпозено и сведено, да, из разных кусочков, но фактически вот в движке это будет выглядеть вот таким образом, да, то есть это могла бы быть вполне какая-нибудь игра. Вот, при этом здесь у нас, конечно, сам алтарь сделан именно пропсовиком, да, то есть Мгм. все остальное может расставить environment artist. При этом, как это все должно работать вместе с игроком, если бы мы говорили про игру, а не про синематик, да, продумывает уже левел-дизайнер.
да, то есть как он пройдет, куда он пройдет, почему он туда пройдет, да, и что это вообще такое, да, какой сторителлинг у этой локации. Вот, то есть это все вместе с концептером, вместе с арт-директором продумывается изначально, то есть почему в игре должна быть такая локация. Вот, то есть на этом примере конкретно, да, но это, скорее всего, что-то викинговское, да, что-то типа там Вальхейма, да, нашумевшего, прекрасная совершенно игра, поиграйте, если не играли. Вот, то есть это, если бы это было сделано в Unreal, то вполне возможно там мог быть какой-нибудь из там подземелий, да, вот вполне вот такая вот какая-то штука. Слушай, а вот если мы говорим о том, когда игрок взаимодействует с объектом, допустим, ну, с этим пропсом, допустим, разрушает алтарь, там, взрывает его, вот пропс-дизайнер будет разрабатывать ситуации, когда это все там разлетается, и там от него ничего не остается, или там вот куски от него остаются, либо это занимается environment дизайнер, или как это вообще делается? Или он все эти случаи предусматривает? Да, на самом деле, если мы говорим про разрушающиеся объекты и ну, все, что связано с взаимодействием уже с игроком, то по большому счету это либо отдел technical артиста, да, то есть это человек, который создает механики в игре, Мгм. либо же это environment artist, да, но чуть более, скажем так, высокого грейда, да, который умеет в различные инструменты fracture, например, да, то есть это как раз то самое разрушение объектов всевозможное. И там, допустим, инструменты foliage, да, чтобы потом, то, что foliage это фактически, ну, растительность, да, то есть мы его используем для того, чтобы выращивать какие-то вещи на локации. Это как раз вот на примере, допустим, вот этой работы видно. То есть обычно это делает technical artist вместе с environment артистом. Вот сейчас как раз на экране у вас последняя работа моя. Да, здесь, вот, допустим, то, что вот здесь мы с вами видим, да, то есть вот эти вот какие-то камушки, да, разбитые там и так далее, это сделано как раз инструментом foliage, да, то есть когда мы сначала что-то разрушаем, а после этого используем уже вот эти вот маленькие кусочки для того, чтобы разбросать их по сцене. Мгм. Вот, то есть обычно это происходит вот таким образом. Круто. Вот. Слов нет. Собственно, да, на самом деле, вот все, что вы сейчас видите, да, это, ну, таким, э, как, чтобы быть точным, да, это такой beauty corner, да, то есть это маленький кусочек локации, да, который сделан для того, чтобы понять, каким образом вообще локация должна выглядеть. Вот, потому что, ну, зачастую, вот в данном конкретном случае это работа левел дизайна, да, но просто на, скажем так, достаточно неплохом уровне для того, чтобы было понимание, как это должно быть и что. Вот, то есть сейчас вот как раз есть, ну, идет демонстрация всего уровня, да, собранного. То есть как он передается, собственно, вот если по пайплайну идти, от левел дизайнера к environment художнику, то есть художнику по окружению. Как раз был При кадр, этом, где если, разрушается лестница, да, этот интересный кадр, где лестница вот эта а, вот. а, да, да, это физика. Собственно, этим, ну, левел-дизайнеры зачастую могут и не заниматься, да, то есть они могут просто показать, что вот этот мост должен разрушаться, но Мгм. при этом, если у вас есть такие компетенции, вы можете настроить физику в проекте и, собственно, environment художнику отдадите или там арт-директору покажете, что вот я тут сделал вот прям реальную механику разрушения, да, то это, конечно, будет очень большим плюсом для вас. Плюс ко всему, вот в этом кадре очень хорошо видно, то есть вот эту лестницу, да, она, собственно, сделана тоже элементом fracture, да, то есть сначала собирается и моделируется основная лестница обычная, а потом она разбивается на маленькие кусочки, и эти кусочки просто в плоскости, ну, в разных плоскостях вытягиваются, да, там влево, вправо, вбок, вниз, и, соответственно, получается вот таким образом разрушенная лестница. М. Вот, то есть это тоже можно делать в формате level дизайна, можно не делать, но environment художник в любом случае должен сделать уже из этого прям красивую конфетку. Вот. И отвечая на твой вопрос по текущему проекту, давайте, наверное, покажу. Сейчас я в одной инди-студии. Мы разрабатываем вот такой
хоррор-проект, да, в постсоветском стиле. То есть это прям, ну, на самом деле, на реальных событиях основанная история, которая произошли в Казани в метро, когда пропал целый поезд с пассажирами. И вот, собственно, я как, ну, здесь уже как генералист, да, собрал, сначала придумал концепт локации, да, потом собрал его блокинг. Об этом тоже можно будет в моем канале почитать, вот, как это все делается. Да, ссылочка И будет в описании. после... Мгм. Ага, спасибо. И, собственно, после этого уже именно как environment artist сделал все мастер-материалы, да, поработал над VFX и так далее. То есть, чтобы это выглядело действительно красиво, сочно, да, и интересно. Вот. То есть это вот примерно такого формата работы получаются после, ну, такого полноценного обучения, да, профессиям сначала пропс-артиста, да, чтобы понимать, как вообще создаются, да, эти все вещи. Потом левел-дизайнера, чтобы понимать, как собираются уровни в игровых проектах. Вот. И, собственно, после этого уже полноценному environment арту и каким-то кусочком там всех остальных знаний, там где-то от VFX, где-то от Lightning артиста и так далее. Ну, то есть здесь ты выступаешь как такой человек, который занимался и тем, и тем, и тем, и пятым, и десятым, да, грубо говоря. Да, 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 все верно. При этом, вот, допустим, если вот этот проект рассмотреть, это как раз сделано в Marmoset, то есть то, что мы с вами видели вот здесь, да, то, что используется для рендеринга, но при этом в этом софте можно и делать полноценные синематики. Вот. И как раз здесь вот я делал этот синематик отдельный такой, то есть тут его надо, конечно, со звуком смотреть, вот, Мгм. но то есть у меня получился такой прям полноценный трейлер, да, для Вау. какого-то проекта. Конечно, он не такого уровня, на котором как бы сейчас я бы мог его сделать, но в любом случае это как элемент развития, да, это было интересно, и ну, я посчитал нужным его тоже использовать. Вот, Ты то есть знаешь, здесь... честно скажу, что часто а? разработки от инди-студий вот сейчас, они выглядят интереснее, чем AAA проекты, просто потому что вот синглплееры с ними какая-то беда вообще. Синглплееры сейчас вот люди почти не делают, ну, большие студии, все озабочены мультиплеером, куча игроков, какими-то анимациями, но сюжета и нет нормального уже. Мы с тобой вот говорили об этом, кстати говоря, да, в личной беседе, что с сюжетом уже какая-то беда реально. Так, обратно к Да, тебе. да, это правда. Это правда. Вот, так что на самом деле, ну, возвращаясь к вопросу о том, собственно, чем заниматься, да, то, конечно, нужно сначала хотя бы с чего-то начать, да, то есть чтобы понять, как вообще, как что делается, да, и что из этого было бы сделать интереснее. И я бы, ну вот если с точки зрения совета, начинал бы с какого-то базового туториала, да, то есть если есть там какие-то бесплатные курсы у вас, или вы их там найдете, да, их на самом деле великое множество, вот, и попробовать сделать что-то свое, да, то есть скачать какой-то пакет моделирования, да, там, будь то Blender, там, Max, Майка, не суть важно, вот, то есть что-нибудь, что позволило бы вам сделать что-то в 3D. Вот. И пойти прям по какому-то из туториалов и, собственно, сделать его. Да, как, в общем-то, я вот поступил вот здесь. И вот это вот как раз проект по туториалу. Он в открытом доступе есть, его тоже можно скачать, посмотреть, сделать. Вот, это вот мой вариант его, да, это такой некий шаман. Вот, Мгм, мгм. сделано все в блендере. То есть здесь, конечно, никаких движков, никакого бармасета, никакого текстурирования, конечно, ничего подобного не было. Вот, это такой entire start, да, вот. Но на самом деле я очень гордился тоже этой работой, тоже очень долго ее не выкладывал. Вот. Причем здесь есть элементы, по-моему, были здесь элементы скульптинга, к сожалению, не помню, что давно было. Но, короче, вот такого шаманчика вы можете совершенно без проблем сделать там за условные там недели-две, вот, и потом его как-то дорабатывать. Вот. То есть можно начать с этого. И дальше уже потихоньку понимать, что вам больше нравится, да, то есть к чему приходить, будь то там персонажка, будь то пропсы, ну, пропсы какие-то, или все-таки вы хотите заниматься, допустим, анимацией, да, то есть у меня вот тоже один из проектиков,
Это было такое прекрасное... Ну, это для мобильного геймдева было. Вот. Это очень кринжово смотрится, но покажу. Ладно. То есть это тоже как это анимация, да, какой-то летающей тарелки, которая собирает там монетки, тезера, биткоина и прочего. Вот, то есть попробуйте сделать что-то такое, да, то есть поймите, будет ли вам интересно вообще анимировать камеру, да, работать с секвенциями, то есть, может быть, впоследствии создавать какие-нибудь мультики типа Pixar, да, потому что есть уже реальные примеры тех, ну, там, небольших мультов, да, которые сделаны только на блендере. Мгм. Вот. Поэтому на самом деле это очень-очень крутая штука. Вот. И анимациями заниматься всегда очень интересно, а особенно если это совмещать с персонажкой, вот, то можно делать действительно очень крутые штуки. Вот. При этом, если быть, допустим, просто пропс-артистом, да, который делает только пропсы для игр, то можно делать, допустим, вот такие вещи. Да? То есть это какая-то дверь, да, бункера, которую потом можно заанимировать, да, то есть это движки можно заанимировать, которые, собственно, моделируются, потом текстурируются и дальше рендерится или в движок какой-нибудь выгружается, да, и, собственно, используется уже в самой игре. Вот, это вот как раз референсы, да, по которым, ну, которые я сначала искал и потом уже моделировал вверху. Как раз из мармосета выгруженные, да, то есть это специальный формат, когда мы можем покрутить, собственно, модельку, да, и посмотреть, что на ней и как. При этом здесь есть разные форматы, да, то есть когда мы можем посмотреть на топологию, да, то есть как сделана в сетке эта модель, как работает отражение, как работает сам цвет, как сделаны нормали, да, то есть правильно ли они запечены и так далее. Это как раз все в курсе, ну, обычно пропс-артиста изучается, да, что это такое, о чем я говорю. Но сейчас просто знайте, что в самом мармосете можно делать такие штуки и потом, собственно, выкладывать на тот же ArtStation, да, в качестве своего портфолио. К примеру, здесь тоже очень показательно, что, допустим, вот этой части нету, да, то есть задней части двери нету, она Ага. просто отсутствует, она исчезла. Вот. Это сделано ну, для оптимизации, да, потому что эта дверь, собственно, использовалась как один из пропсов в том синематике, который я до этого демонстрировал. Вот. И эта дверь непосредственно напрямую стоит к стене, да, вплотную. Поэтому использовать лишние полигоны и отрисовывать там в движке нет никакого смысла. Поэтому обычно их удаляют. При этом есть очень смешные примеры, когда, допустим, в любом там шутере, да, как сейчас это изобразить, ну, то есть, допустим, вот у вас есть там некое оружие, да, которое там персонаж держит в руке, вот. Мгм. И при этом вы его видите только вот отсюда, да, то есть только Ага, ага. отсюда камера. При этом в этом шоте, если особенно мы про синематик говорим, а уж тем более про игру, вполне возможно, что вот эта часть самого пропса, она отрисована. И отрисована максимально хорошо, да, то есть у нее очень хороший текстиль, да, то есть очень хорошее разрешение текстуры на там, квадратный метр или на Мгм. сантиметр. И мы с вами видим прям каждую детальку здесь, вот все остальное. А с другой стороны, да, то есть вот opposite side, Мгм. там все максимально размытое или вообще не затекстурированное, да, ну то есть геймдев это вообще все про то, как это литературно, как обмануть игрока, да, для того, чтобы оптимизация была максимальной. Вот, то есть это как раз делается вот для этого, да, то есть если вы видите в сцене, там в любой сцене совершенно, какой-нибудь из пропсов, да, который стоит на столе, к примеру, у него, если это действительно правильно сделанный пропс, с 99,9% вероятностью, например, не будет дна. Да, то есть, или там, если его нельзя увидеть с какого-то другого ракурса, да, там слева или справа, то, скорее всего, задняя часть у него тоже будет размыта, или ее вообще не будет. Вот, то есть это такие, ну, маленькие инсайтики, да, как мы делаем игры.
А часто, Вот. знаешь, И, еще кстати, часто вот есть, ну, я в метро такое видел в серии игр, люди брали, включали режим, когда можно мотаться по текстурам и по уровням без, ну, как бы, с гравитацией, грубо говоря, летать по мгм. уровням, грубо говоря, да? И они Ну, показывают вот. всякие ассеты, которые на самом деле в игре не были использованы, где-то там на дне или что-то такое, они ковыряются в этом, что-то ищут, и многие понимают, что, а вот как сюжет мог бы быть развиваться, если бы они их использовали. И там видны все как раз-таки эти куски оружия, там, которые не использованы, куски текстур, вот как раз таки я теперь понимаю, почему так происходит, грубо говоря. Да, да, да.